Всем привет! С вами Димас. Сегодня необычное видео, и я вам покажу, как собрать свой циферблат для часов Amazfit GTR 2. На примере вот этого One in a Hundred, который я нарисовал сам еще для первого GTR, взяв за основу родной встроенный циферблат от Stratos 3 и адаптировав его под AMOLED и возможности GTR. Итак, поехали! Все исходники у меня есть, тут все картинки элементов и JSON файлик с координатами от первого GTR. Они мне пригодятся, так как разрешение у нас такое же. Для начала нужно приготовиться и получить доступ к инструменту. Переходим на сайт открытой платформы Huami. Проще сразу ввести адрес, иначе сюда можно попасть только по ссылке huami.com, который весь на китайском. Это платформа производителя для сторонних разработчиков. Здесь уже можно переключить сайт на английский язык и ознакомиться с тем, что предлагает Huami для сотрудничества, если вам интересно. Нам же сейчас интересны циферблаты. Первое. Если у вас уже есть аккаунт Huami, тот, что в приложении Zep, то можно сразу войти. Или же нужно зарегистрировать новый аккаунт. Дальше, войдя под своим аккаунтом на главной странице сайта, мы увидим вот эту большую кнопку. То, что нужно. Нажав на нее, мы попадаем в форму подачи заявки на сертификацию. Здесь придется доверить свои личные данные компании Huami. Выбираем индивидуальный разработчик. Дальше нужно будет указать имя, адрес, номер паспорта и загрузить фото паспорта, а также ваше селфи с паспортом. Заполнив все необходимые поля, отправляем заявку и ожидаем рассмотрения. У меня это заняло немного больше суток, после чего на указанную почту пришло подтверждение. Если вас подтвердили, то на сайте вам откроются возможности для разработчика. А на главной теперь висит кнопка Admin Center. Нажимаем на нее, попадаем в личный кабинет. Здесь открываем Service Access и видим то, ради чего все это затевалось – Integrate with Watch Faces. Вот оно, редактор циферблатов от Huami. Здесь все только на китайском, так что я использовал встроенный переводчик в Google Chrome. Сразу видим предложение создать новый циферблат. Придумаем название проекта, выбираем разрешение. Тут, как видно, присутствуют все новинки. Это BPU, GTS 2 Mini, что-то еще, GTS 2 и так далее. Наш вариант 454 на 454 пикселя. Далее выбор поддержки языков. Можно просто выбрать все вместе. И ниже обратите внимание, красная звездочка означает обязательный параметр. Здесь нам нужна превьюшка циферблата. Причем разрешение для GTR 306 на 306, не такое, как мы использовали для первого GTR. У меня уже все подготовлено, выбираю нужный файлик и остается только нажать кнопку «Создать». Вот и интерфейс конструктора. Давайте начинать. В центре превью, слева панель слоев, вверху две вкладки. Первая для главного циферблата. Вторая информационный, он же AOT циферблат. Начнем с обычного. На верхней панели у нас выбор доступных функций циферблата. Первый, конечно, фон. Тут есть просто фон и шкала, я ее еще не пробовал. Жмем Background. Видим красную звездочку, тут выбор картинка или сплошной цвет. Нам нужна картинка. Выбираем, дальше плюс и выбираем наш файл фона. Изображения должны быть в формате PNG, так же как и для предыдущей модели. Загружаем картинку и она отображается на нашем превью. Теперь будем добавлять все элементы. Первое, непосредственно время. Мой циферблат гибридный, сначала стрелки. Вот они появились в слоях. Здесь часы, минуты и секунды. Начнем с часовой. Жмем квадратик для активации. Справа появляются его параметры. Здесь координаты оси на циферблате, координаты оси на стрелке и координаты дополнительной картинки, которая не обязательна, но может быть добавлена у всех элементов. Удобно, если у вас есть отдельные картинки разных иконок и тому подобного. У меня же почти все собрано на фоновой картинке. Иду в свой JSON файлик и ищу там настройки стрелок часов. Вот они. Сразу выберем нашу стрелку. Она появляется в нулевых координатах. Уточню, здесь для всех элементов начальные координаты в левом верхнем углу. Поехали править. Ось циферблата у нас в центре. Это 454 на 2, 227. Вводим X и Y. Следующие координаты оси на файле стрелки. Оно есть в моем файлике. 12170. Стрелка на своем месте. Тут как раз я использовал отдельный красный бублик, поэтому нижний конец стрелки не совсем в центре циферблата. Но бублик я добавлю позже, с другими стрелками. Самая нижняя строка – проверка элемента. Можно посмотреть, что наша стрелка движется правильно. Аналогичным образом добавим остальные стрелки. Здесь добавим центральную красную плюшку.
Выбираем файл. Указываем координаты центра. И видим, что он встал не туда. Потому что мы указали левый верхний угол картинки. Сама картинка у нас 30 на 30, значит нужно из этих координат вычесть 15, чтобы совместить центры. Получается 212 и 212. Отлично, плюшка на месте. Добавим последнюю стрелку, секундную. Все аналогично. Файл, координаты и на всякий случай еще один бублик. Готово, стрелки на своих местах. Давайте сразу посмотрим, как работают слои. Можно просто перетянуть стрелки вниз, и они у нас оказываются под фоном. То есть расположение соответствует слоям на циферблате. Теперь добавим цифровое время. Появился новый слой. Здесь то же самое, часы, минуты и секунды. Активируем часы. Для цифровых элементов есть выбор расположения, независимый или, что называется, прилеплено. Для часов, разумеется, только независимый вариант. Дальше выбор картинки для пустого, ниже выбор уже загруженного набора или загрузить новую нарезку. Грузим новую. Выбор файлов. Они должны быть пронумерованы по порядку от 0 до 9. Выбираем их все. Вот появились циферки. И на превью они, естественно, в углу. Идем за координатами. 284, 185. Цифры на месте. Правда слиплись. Добавим интервал. Единички хватит. И есть настройка выравнивания. Актуально, если разрядность может меняться. Ниже вариант отображения нуля впереди одноразрядных значений. И есть возможность добавить картинку единиц измерения. Она будет лепиться справа от числа. И картинка типа данных — это, например, иконка часиков. Для нее можно задать координаты. Также внизу есть проверка. Переходим к минутам. Их мы выбираем следующими за часовым значением. Сразу подгрузились цифры и встали справа от часов. Здесь все настройки идентичны. Видим, что минуты вплотную к часам нужен разделитель. Вернемся в часы и используем для этого функцию картинки единиц измерения. Двоеточие в углу — это глюк. Не обращайте внимания. Итак, выбрали наш файлик, он сам лепится справа от часов, отодвигая минуты и соблюдая наши интервалы. Теперь все правильно и на своих местах. Вот так работает настройка отображения нуля. Часы сдвинулись влево, так как у меня выбрано выравнивание по левому краю. Цифровые секунды в моем циферблате не предусмотрены, их добавлять не будем. Самое нижнее — настройка 12-часового формата. Выбираю независимые координаты, как было у меня раньше. Тут универсальный сделаем и ниже 4 картинки. 2 китайского и 2 английского. У меня они одинаковые, так и добавим. Картинки мои подогнаны под расположение на одних и тех же координатах. Но можно и для каждой задать свои. У меня одинаковые. Цифровое время готово. Помимо этого, здесь есть возможность добавить время в виде колец прогресса. Также часы, минуты и секунды. В моем циферблате этого не будет, но интересная возможность. Удаляем. Едем дальше. Дата. Здесь сама дата и дни недели. Сначала добавим дату. Год нам не нужен. Месяц. Тут все примерно так же, как и со временем. Чтобы поставить нормальный формат даты, оставляем независимое расположение. Есть выбор цифры или картинки. Выбираем нашу нарезку шрифта. Все так же, от 0 до 9. И точно так же выставляем координаты, которые у нас есть в JSON. 324, 216. Выравнивание по центру. Тут у меня картинки широковаты, а в этом редакторе минусовое значение отступа не предусмотрено, как я делал для GTR. Впрочем, цифры влезли, оставим так. Также есть единицы измерения и иконка, если нужно. Проверяем наше поле, все работает. Таким же образом добавляем день. Цифры, координаты, 288, 216. Видим, немного тесновато вышло. Можно подвинуть на пару пикселей влево. Так влезло, пойдет. Ниже все знакомо, нолик тоже оставим для симметрии. Проверка, есть циферки. Можно свернуть обработанные слои, чтобы не пестрили. Следующие дни недели. У меня картинки. Выбор языка оставляю общий для всех. Загружаем набор картинок. Их, как несложно догадаться, должно быть 7 штук. Пронумерованы с понедельника до воскресенья. Выставляем наши координаты. 378, 150. Картинки на месте. Кажется, чуток выше можно. Так пойдет. Предпросмотр у нас для всех языков. Проверим. По умолчанию понедельник. Выберем пятницу. Есть. Воскресенье. Есть. Все правильно. Дни недели могут быть
как набором картинок, так и стрелкой или же кольцом. Поехали дальше. Спорт и здоровье. Это могут быть пульс, калории, паи, шаги и дистанция. Начнем сначала. В нашем циферблате есть пульс. Причем цифровой, стрелочный и зоновый. Давайте реализуем. Цифры. Загружаем картинки, вводим координаты, выбираем выравнивание по центру и подгоняем нашу подложку. Нужно добавить интервал. Так, отлично. Следующее. Стрелки. Примерно так же, как и с часами. Картинка стрелки. Смотрим координаты. По x 227, по y 113. Что странно, это координаты верхней стрелки. Но они у нас по вертикали симметрично расположены, так что посчитаем. 454 минус 113 получается 341. Вот, похоже на правду. Координаты центра стрелки 10 и 54. Стрелка на месте. Дальше. Центральный бублик у меня встроен в стрелку, так что его не нужно. Теперь добавим сектор работы стрелки. В нашем случае это от минус 57 до 155 градусов. Почему не одинаковые значения? Насколько я помню, я подгонял их для синхронизации стрелки с индикацией зон пульса. Поставим ровное значение, там видно будет. Снизу можно добавить картинку для разных языков. Проверка стрелки здесь работает криво, но это ничего, циферблат в часах работает как положено. И последнее. Как я говорил, в этом циферблате предусмотрена индикация пульсовых зон, которая синхронизирована со стрелкой. На гифке видно, как она работает. Давайте добавим. Здесь можно задать свое количество картинок. У меня это 6 по количеству пульсовых зон. Загружаем картинки. Первая у меня просто однопиксельная. Ее не будет видно, так как первая зона не светится. Но картинка нужна для правильной работы индикации. Картинки есть. Верхняя настройка я пока не понял, для чего нужна. Оставляем как было. Снизу выбор. Будут картинки наши в одном месте или же независимо. Нам нужны разные координаты. Я делал отдельные маленькие картинки для минимизации размера циферблата. Выставляем координаты для каждого изображения. 6 пар координат. Первый символический пиксель не трогаем. Пусть остается за кадром. Заполним остальные. Они у меня есть в JSON. Начиная со второй. Синий есть. Второй на месте. Третий. Еще один. И последний. Готово. Вся индикация на местах. Продолжаем сборку. Следующее. Калории. Они будут в виде сектора кольца прогресса в 45 градусов. Выбираем прогресс. Какие здесь есть возможности? Можно использовать картинку в качестве цвета индикатора, например, какой-нибудь градиент. Или же, как в нашем случае, просто выбрать цвет индикатора. Здесь он будет красный, как в оригинале. Помимо кода можно использовать палитру или же другие варианты кодировки цветов. Задаем центр окружности. У нас он совпадает с центром циферблата. Следующее, нужно указать сектор работы по углам. Тут у меня сектор в 45 градусов, от 270 до 360. Дальше радиус кольца. В JSON он у меня есть. Но, чтобы правильно подобрать необходимый радиус и толщину кольца, придется поэкспериментировать, так как картинка на превью не совпадает с реальным отображением на часах. Опытным путем я заранее установил приемлемые значения, сюда их и введу. Толщина кольца. Мне нужно 9 пикселей. Как видно, превьюха рисует полный круг, игнорируя настройки сектора. В часах при этом все рисуется корректно. Переживать не стоит. И последний параметр – форма края индикатора. Закругленный угол или плоский. В нашем случае выбираем плоский. Здесь все. Кольцо получилось. С калориями разобрались. Следующее, что нам нужно из здоровья – шаги. Тоже в виде кольца прогресса. Выбираем шаги. Кольцо также будет не полное, а сектор. Поехали. Сплошной цвет. Тоже красный. Центр там же. Углы 45 начало и 225. Радиус, толщина и форма края такие же, как в калориях. Все, с шагами разобрались. Дальше. Хотел показать вот этот пункт, который, как я понял, должен быть ярлыком. Здесь обязательно нужно выбрать картинку. Возьмем рандомный 0. Далее задаются размер зоны и координаты. К сожалению, у меня оно не завелось с первого раза, поэтому обойдемся без ярлыков.
Следующее. У нас пустая зона батарейки. Давайте с ней разберемся. Здесь нам мешаются стрелки. Их можно скрыть на время в панели слоев. Теперь идем в System Power. Здесь на выбор нам уже все знакомо. Наша задача цифры и стрелка. Поехали. Мы это уже делали. Цифры, картинки, координаты, выравнивание по центру, интервал и точная подгонка. Здесь обойдемся без нуля в пустых разрядах. Проверяем, как работает. Вот, кто сказал, что больше 100% не бывает? Пожалуйста, старые добрые 146%. Теперь добавим стрелку. Тоже все знакомо. Картинка, центр вращения, ось на стрелке и углы сектора работы стрелки. От минус 156 до 158. Пусть будет так. Здесь также превью нам подсказывает, что 100% не предел. Главное, что в часах будет работать корректно. Я проверял. С зарядом разобрались. Вернем на место наши стрелки. Вот тут опять видно, что стрелки у нас по слоям ниже всего остального. Потом их поднимем, так как новые элементы добавляются сверху. Ну и раз уж начали с системы, то давайте ее и добьем. System, что у нас тут есть? Это системные статусы. Не беспокоить, будильник, блокировка и Bluetooth. Тут только иконки. Давайте их добавим. Найдем координаты. И по порядку. D&D, не беспокоить. Выбор картинки и ее координаты. Месяц на месте. Bluetooth. Иконка появляется при отсутствии связи, поэтому на подложке у меня синий значок, который будет краснеть при потере связи. Координаты 181, 410. Готово. Блокировка дисплея. Есть. И последнее. Индикатор активного будильника. Зеленая иконка. Готово. Индикаторы на местах. Осталась самая малость. Одно пустое поле на циферблате. Здесь у меня задумана погода. Поехали. Для погоды предусмотрено несколько типов данных. Это иконки погодных условий, температура, индекс качества воздуха, время рассвета и заката, влажность воздуха и ультрафиолетовый индекс. Мы ограничимся иконками погоды и текущей температурой. Сначала иконки. Их количество не меняется и жестко закреплено. Нужно ровно 29 штук. Ниже есть подсказка по соответствию очередности файлов погодным условиям. Обратите внимание на последние 3. Это иконки, соответствующие ночным показаниям. В идеале там должна быть луна. Тогда после заката часы будут показывать иконки с луной при соответствующих погодных условиях. Но у меня не было их изначально, так что я просто продублировал 3 иконки с солнцем. Итак, загружаем картинки. Здесь также есть возможность установить независимые координаты для каждой отдельной иконки. Мы этим заниматься не будем. Выставляем координаты. Готово. Осталось добавить температуру. Она идет отдельным пунктом, в котором есть несколько вариантов. Это текущая температура, минимальная и максимальная. Отдельным пунктом иконка. И есть стрелочный и кольцевой варианты температуры. Мы ограничимся текущей. Сверху есть выбор картинки для пустого значения, но при ее добавлении веб-конструктор крашится. Благо есть автосохранение. Кстати, все ваши проекты остаются здесь же на сайте. Можно в любой момент к ним вернуться и что-то поменять, например. Загрузили наши цифры, выставили координаты, выравнивание по центру. Немного подкорректируем. Нужно еще обязательно добавить картинку минуса. И по желанию значок градуса. Сделаем одинаковый для Цельсия и Фаренгейта. Минус и градус сами лепятся к цифрам. Так что остается задать температуру и еще немного подкорректировать расположение. Слишком близко получилось. Опустим чуть цифры и даже можно приподнять иконки погоды. На этом все с погодой. Минимальную и максимальную добавлять не будем, они просто не влезут в круг. Как я и говорил, можно также организовать температуру со стрелкой или кольцевой шкалой. А также есть пункт с предполагаемой интерактивной зоной, с которой еще предстоит разобраться. На этом наш тестовый циферблат почти готов. Еще раз все посмотреть на превью. Обратить внимание, что стрелки у нас под другими элементами. Нужно перетащить стрелочный слой на самый верх. Вот, теперь все на своих местах. И последний штрих. Самое интересное, не забыть добавить AOT-версию. Тут все просто. Переходим на соответствующую вкладку,
Внизу для нашего удобства есть голубая кнопка копирования обычного циферблата. Нажимаем, подтверждаем, и конструктор сам копирует все, что поддерживается AOT циферблатом. При желании можно это все дело подкорректировать на свое усмотрение и даже добавить подложку. Но мы ограничимся стрелками, удалив все ненужное. Стрелки, кстати, поддерживаются только часовая и минутная. Вот и все, друзья. Циферблат готов. Кстати, под превью описано, как и куда отправить свой циферблат, чтобы он был рассмотрен для добавления в фирменную библиотеку циферблатов в приложении ZEP. Сохраняем все изменения и остается только его экспортировать. На выходе получаем zip-архив с двумя bin-файлами. Сырой и сжатый вариант. Остается только залить его в часы и можно пользоваться. Ссылку на этот циферблат я оставлю в описании. На этом все. Лайк, подписка, комментарий. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Пока-пока.